Привет, гриндята! Вы на канале Стример, а я Вовка Петрожицкий. И сегодня я хочу сделать обзор и высказать свое мнение о игре Arrest for the Wicked. Как игрок, это не будет размытое хрючево с интересными цитатами, как привыкли заливать крупные каналы, которые толком-то и не играют в то, что обозревают. И не будет просто пересказ всего сюжета. Ведь я правда считаю, что в обзоре этого не должно быть. Ведь в рецензии книг не пишут ее сюжет. Я в действительности буду освещать все, что хорошо сделано, и то, что по мне является плохим решением. Но, конечно же, это будет моим субъективным мнением, которым я лишь хочу ознакомить вас с продуктом, а не убить тот вайб, который вы должны ощутить сами, впервые включив игру. А перед началом ролика я попрошу старичков, которые уже все знают о игре, просто поставить лайк этому видео и посмотреть его как можно дольше, чтобы алгоритмы YouTube толкнули его и побольше игроков узнали об этом проекте. Ведь он не так популярен, как он заслуживает на самом деле. А я действительно хочу заниматься продвижением этой игры в ру-сегменте. Приятного тебе просмотра. И в первую очередь я бы хотел начать именно с визуальной составляющей, так как несмотря на все плюсы и минусы, о которых мы поговорим позже, это первое, что может показаться странным новым игрокам, привыкшим к совсем другой картинке. То, как выглядит окружение, модели персонажей, они не совсем привычны для игр 2025 года, в которых новое поколение геймеров привыкли следить за гонкой новых движков в погоне за реализмом, и потому это может оттолкнуть молодого геймера, ведь он подумает, что это что-то посредственное и неинтересное для него, и не захочет терять время в игре. В то время как на самом деле эта картинка является более проработанной с художественной точки зрения, и весь мир от этого кажется более живым, а не пластмассовым. Как PoE 2, которая, как по мне, выглядит как проект с аутсорса, сделанный по референсам из других игр. Именно поэтому, когда я играл в эту игру, мне был действительно интересен процесс. Я погрузился в нее полностью, как это было когда-то в моем далеком детстве, когда каждая игра была котом в мешке и при этом приносила непередаваемые эмоции от получения нового опыта. Да, это сказочная, рисованная вселенная, но ты в нее веришь. В геймдизайн с интересным платформингом и наслоением многоярусных локаций, который позволяет осмотреть и насладиться его прекрасными видами с разных сторон, создает еще более глубокую картинку. И поэтому первое время в этой игре интересно просто наслаждаться картинкой, которую художники проработали вручную, в паузах между убийствами противников. Как и во всех жанрах, нас ждет несколько биомов, каждый из которых несет свою атмосферу, пропитанную фольклором старых сказок и былин средневековых времен. Да и сама игра напоминает иллюстрацию писаний. Мы как будто путешествуем по страницам былины, о которой раньше мы могли только отдаленно слышать в детстве. Да, на данный момент доступно только 25% от всего контента, и игра находится в раннем доступе, но от проделанной работы местами и вправду захватывает дух. То, как проработан быт городов, старые заброшенные крепости с маяками, обветшавшие здания и мельница, их вид навевает отчаянием и показывает всю смуту, происходящую в эти скверные времена, в которые грех не напиться. Именно такие враги встречают нас уже на берегу, пьяные наемники, отребья которому уже нечего терять, ведь их души поглотила скверна. Перекачиваясь во тьме, они ожидают встречи с нами. Первой локации, которая исполнена в канонах Dark Action RPG игр. Максимально мрачное, гиблое место, окутанное одеялом из штормового дождя, который накрывает нас отчаянием с первых минут. Ведь после пролога, который встречает нас битвой на корабле, мы очнемся именно на берегу, в изорванном тряпье и полностью безоружны. И как и куда нам идти, решать только вам. Тут и начинается элемент песочницы, в которой, выбрав свое снаряжение, мы будем пробираться во тьме в поисках пристанища для ночлега. И впоследствии эта мрачная картинка по мере прохождения сменится ясным днем, который встретит наше пробуждение в городских стенах. И в этот момент мы сможем прогуляться по первому городу, который откроется нашему взору после прохождения первого босса. Может показаться, что я многое упустил, и это очень быстро
быстрый временной скачок, ведь я пропустил 1 час геймплея. Но все же я говорил ранее, что я не хочу рассказывать вам обо всем и рушить магию первого опыта. Я лишь хочу донести то, что вся вот эта мрачная картинка в начале не должна пугать вас, ведь она является лишь одной иллюстрацией этой истории, как метафора становления нашего героя от просто оборванца до великого борца с мором. Эта тьма символизирует неизведанный путь, который нас ждет, а первый рассвет в городе показывает, что даже в эти времена есть счастливые люди и мы можем выбрать свою дорогу. Ведь, как обещает разработчик, у нас будет выбор, а значит по ходу прохождения мы должны будем принимать важные решения. В этих двух сценах и начинается вся магия этой игры, а последующие этапы как кисть рисуют новую картину осознания и понимания нами этого мира. А мир, я повторюсь, даже сейчас очень объемный и интересный для изучения. Даже спустя 700 часов в игре я умудряюсь находить что-то новое для себя. Например, скрытые комнаты с дополнительным лутом и какой-то потайной путь в локацию, которую мне нужно часто фармить. А с учетом того, что все элементы дизайна можно использовать для паркура, будь то балки, крыши, здания или уступы на отвесных стенах, вы не сможете облазить все локации даже за 1000 часов. Вдобавок к этому, мир при прохождении кампании прогрессирует, реагируя на события, происходящие при завершении определенных локаций или квестов. Меняется архитектура, тип монстров, а также некоторые детали геймплея, что делает мир еще более живым. Подобные приемы применял Мулинье в своем детище Fable, где мир прогрессировал с персонажем, и одни и те же зоны было проходить и не скучно, так как там всегда появлялось что-то новенькое, и ты ощущал себя частью этой вселенной. Повторюсь, живой вселенной, а не пустой оболочки с открытым миром. И вот все эти мелкие детали дизайнерской мысли дарят вайб хорошей игры, а не штамповки каловых RPG, которыми нас кормят гиганты индустрии. С точки зрения визуала игра сделана на уровне AAA проектов. Свет, динамические эффекты, дождь и отрастающие кустарники, которые вы недавно срубили. Все это делает игру невероятно красивой. Подача сюжетной линии с помощью катсцен сделана великолепно. Не только с точки зрения постановки кадров, но и с точки зрения эмоционального погружения. Сцены действительно выглядят глубокими и драматичными, а персонажи передают эмоции, заставляя сопереживать им. Да, здесь нет эпичных сцен в стиле Blizzard, но они и не нужны, ведь гениальность кроется в мелочах. И здесь речь идет именно об этом. Проделана огромная режиссерская работа. И это неудивительно, ведь ранее мы то же самое видели в предыдущем проекте студии Ori and the Blind Forest. Сам сюжет, к сожалению, не выглядит как полноценная история, по крайней мере в этой версии, но как мне кажется, он будет изменен на релизе, поэтому некоторые сцены кажутся нелогичными, так как отсутствуют ключевые пазлы, которые впоследствии дополнят историю. Но тем не менее, за этой историей все еще интересно наблюдать, и она затягивает, открывая новые интересные подробности и раскрывая персонажей с новой стороны. Есть развитие, а это самое главное. К чему это приведет, будет, конечно же, видно на релизе. Перейдем к геймплею и механикам игры. По большей части игра напоминает нам классическую систему Souls-like игр, где по мере прохождения мы будем прокачивать уровень, получая атрибуты, которые мы будем вкачивать в нужные нам характеристики. А выбор класса осуществляется сменой оружия. Какие характеристики вкачали, тем мы будем пользоваться. Ключевыми являются сила, ловкость, интеллект и вера. Но в игре, конечно же, существует гибридное оружие, имеющее сразу два требования к характеристикам. Но вам не стоит сильно расстраиваться, если вы прокачали что-то не то, а потом нашли интересное для вас оружие с другими требованиями. Ведь впоследствии вы сможете перераспределить очки, пройдя несколько раз один из видов контента этой игры, который является эндгейм составляющей данного проекта, но доступен с самого начала именно для таких ситуаций. Он чем-то напоминает Сихем из Поя 2. А называется горнило. Так же, как и в сосаликах, наше снаряжение имеет вес, а броня разделена на типы, которые имеют градацию. Ткань, кожа, кольчуга и латы. И работает все это плюс-минус как в классических играх данного жанра. А именно в тряпье ты неуловимый волчок, а в тяжелых латах сбивающий с ног бугай, впитывающий урон. Единственное отличие, что эту грузоподъемность можно вполне хорошо прокачать и чувствовать себя комфортно в любом снаряжении.
снаряжения. Думаю, можно перейти к боевой системе. Несмотря на то, что говорят множество изданий с интернета, да и сам глава студии, верить в то, что это стопроцентный Souls-like, нельзя. Да, конечно, такой стиль игры присутствует, но все же в ней более продвинутый билдинг, нежели в динозаврах жанра, таких как Dark Souls. И поэтому можно вполне комфортно проходить боссов, потратив несколько часов на гринд, не имея при этом скилла и боевого опыта. А я в свою очередь в защиту игры скажу, что сделано это довольно умело, и игра не дает тебе возможность получить дикий перефарм на ранних этапах. Какие-никакие кнопки тебе придется нажимать. Именно это и показывает уровень проработанности боевой системы и всех механик. Что касается самих противников, их искусственный интеллект впечатляет, ведь они реагируют на ваше поведение в бою и подстраиваются под него. Например, боссы, зная, что вы спешите, могут специально выдерживать паузу и не нападать, заставляя делать вас первый шаг или провоцировать вас на необдуманные действия. Это касается и всех противников, что на первых этапах делают игру довольно реиграбельной, ведь вам не только нужно вовремя нажимать кнопки, но и пользоваться окружением. И, конечно, продумывать тактику боя. И всему этому способствует менеджмент ресурсов, который в игре тоже присутствует. Да, у нас есть намазки, еда и эликсиры со всевозможными бафами, которые также нам помогут легче преодолевать тяжелые участки. Сама боевая система исполнена на высшем уровне. Вы действительно чувствуете вес оружия и должны подстраивать свой геймплей под выбранный тип снаряжения. Но не нужно думать, что если вы используете кинжал, то вы сможете беспорядочно выкидывать скоростные резкие удары безнаказанно. Все же это игра про продуманный бой, нежели про нажатие одной кнопки. Хотя гиперсборки ближе к концу игры, а именно сейчас это 25% от доступного контента, вы собрать сможете. И я даже снял несколько видео об этом. С одной из моих сборок вы можете ознакомиться по ссылке в описании, если вам это интересно. Возможно, это все как-то будет меняться по ходу разработки. Этап левелинга и получения снаряжения, градация противников, и на релизе это будет выглядеть совсем по-другому. Поэтому сейчас глубоко анализировать эту тему мне бы не хотелось. Но все это будет в игре и есть сейчас. Глубокий имбовый билдинг присутствует, несмотря на то, что разработчик этого не хотел. А теперь перейдем к главному недостатку геймплей составляющей, которая мне уж очень не нравится, и я до сих пор к этому не привык, а именно гравитация, которая главный убийца в этой игре. А связано это с тем, что в игре присутствует автопрыжок, который никак нельзя выключить или сделать активируемым. Он просто автоматически срабатывает, если во время бега вы касаетесь уступа. А я хочу вам сказать, я люблю побегать в таких играх. Лайк, если ты такой же парашютист груз 200, как и я. Но проблема еще вот в чем. Иногда эта механика не совсем корректно работает. Если вы, как и я, любите проходить акты в режиме прыгающей жопы на лица противников, то иногда ваши мечты о прыжке разбиваются о суровую реальность и нежелание героя прыгать в отдельном пикселе уступа, что приводит ваше путешествие в элегантно исполненные атаки с заявкой на летальный исход в междуножье обаятельного великана, которого прыжком вы хотели сбить с ног. Это, кстати, еще один момент в игре, который я люблю на самом деле, и он дает вайб старых игр, где иногда нужно было подумать. Здесь, благодаря интересному и продуманному дизайну локаций, можно проходить всю игру ударом в прыжке, без какого-либо билда, и наносить сотни, а то и тысячи урона своим оппонентам. Луиджи явно одобряет тактику последователей его братана. И не отходя далеко от этой темы, хотелось бы затронуть в целом наличие багов в игре, а именно гличей, дюпов и прочей фигни ранней разработки. В ней их уйма. Я, конечно, все это освещать не буду, но упомянуть просто обязан. Ко всему этому в придачу идет ужасная оптимизация, но по словам разработчика уже этим летом 2026 года будет Global Patch, который и решит все эти проблемы с игрой, после которого, по обещанию разработчиков, и выйдет сама игра. Ориентировочно это должно произойти в декабре этого года.
И с этой новости хотелось бы упомянуть, что, как сказал глава студии, на выходе игры нас ждет завоз классов и новых механик билдинга, что еще более приблизит игру к классике экшен RPG. А еще есть вероятность, что в игру добавят возможность играть от третьего лица. Интересно. И у меня определенно есть желание это опробовать и с новой стороны взглянуть на сей прекрасный остров. Продолжим о геймплей составляющих. Помимо боев в игре присутствует сбор ресурсов, которые, как и все противники, ежедневно обновляются. Да, механика спавна в игре реализована путем смены суток, а не беспорядочным появлением. Поэтому после зачистки одной зоны вы должны подождать некоторое время, чтобы повторить забег. Это время можно потратить на менеджмент ресурсов и для того, чтобы прокачать свое снаряжение. Ресурсы потребуются нам не только для крафта снаряжения и расходников, но также и для прокачки нашего города, а именно лавок торговцев и все возможных зданий, которые сделают наше прохождение более комфортным. Ранее эта механика имела противный таймер, который мне очень не нравился, но, к счастью, разработчики отказались от этой идеи, и теперь все прокачивается в один клик. Прокачка торговцев нужна, чтобы получить более широкий ассортимент товаров, а также получить более качественные станки у плотника и кузнеца. Но также можно обустроить и собственное жилище. А вот, например, строительство трактира даст возможность отдыхать на постели, что вешает на персонажа баф к получению опыта, и не только. Поэтому советую строить его в первую очередь, если вы хотите побыстрее прокачать персонажа. Потому что опыт в игре идет не только от убийства противников, но также и за ту самую добычу ресурсов, будь то рыбалка или майнинг металла. Также добыча дает нам концентрацию, которая используется как привычная нам мана в других играх. Поэтому я бы рекомендовал все по пути пылесосить, чтобы почаще применять наши рунические атаки и никуда не спешить, ведь никогда не знаешь, что понадобится. Как по мне, это тоже хорошая черта для этой игры. В ней можно приятно проводить время, релаксируя на сборе ресурсов, получая при этом профит. Ко всему прочему, во время данных путешествий мы будем находить сферы, которые используются для гибкого крафта вещей. Да, он в игре есть, и найденные предметы вы можете гибко настроить под себя. И реализован он так, что вы без особых усилий соберете свою сборку, если вы знаете, какие аффиксы в предметах вас интересуют, так как одна из сфер позволит вам достать любой бонус из предмета и перенести в свой основной. При этом важно понимать, что свойств с одинаковым тегом нанести на один предмет нельзя, что балансирует весь этот процесс, но все же делает его не напряжным. С выходом последнего патча крафт в игре стал действительно правильно работать, ведь теперь появились сферы, которые позволяют прокачивать ваши вещи до идеальных, что позволяет в сочетании с прокачкой вашего снаряжения у вендоров пройти всю игру в том же снаряжении, в котором вы начали ее, и не особо париться с подбором вещей, просто перетаскивай то, что тебе нужно, и прокачивай. Это может показаться слишком упрощенной системой, но все же, как по мне, реализовано это прекрасно, так как дроп не позволит вам сделать идеальный шмот на ранних этапах, а впоследствии остальных персонажей вы можете одевать довольно легко, экспериментировать с разными сборками, искать интересные сочетания предметов и применить легендарные оружия в своих сборках. Да, в игре присутствуют интересные легендарные предметы, которые меняют некоторые механики игры, что делает билдинг еще более интересным. Я это показываю в ранее упомянутом мной ролике. Для удобства билдинга можно использовать таблицу, которую я прикреплю к этому видео, чтобы вам не нужно было все это искать, если вы все же захотите поиграть в эту игру. Для удобства я выложу две таблицы на русском и английском языках. Возвращаясь к механике горнила, о которой я уже упоминал ранее, хотелось бы осветить некоторые особенности. Это своеобразная игра внутри игры, которая нам нужно проходить 10 комнат, после чего нас будет ждать встреча с боссом. Я уже упоминал, что это схоже с испытанием Сихем из PoE 2, но в отличие от него мы выбираем бафы, и на нас не вешают никаких негативных эффектов. К сожалению, пока доступен только один этаж и первое испытание, и возможно нас ждет что-то интересное в будущем, но даже сейчас это является довольно хорошим игровым контентом, в котором можно проводить время и фармить нужные предметы.
Именно здесь выпадают большинство легендарных предметов, которые мы должны будем получить для наших сборок. Поэтому его придется проходить очень часто, если вы хотите найти предмет с идеальным компонентом. Компонент — это закрепленное пассивное свойство на снаряжении, которое дает пассивный бонус и негативный эффект, что делает предмет более узконаправленным. Бывают компоненты разных видов. Некоторые, например, дают повышенную броню, а некоторые увеличенный крит шанс и так далее. И здесь выскакивает еще один негативный момент, который начинает напрягать на эндгейм этапе. Да, это та же история, что и во всех экшен-РПГ, а именно тонны ненужного лута и часы времени, потраченные на то, чтобы все это переработать. А с учетом того, что места в сундуках маловато и приходится бегать туда-сюда, чтобы все это перепродавать и выкладывать, это превращается в рутину, с которой надо как-то бороться. Надеюсь, в будущем это как-то будет исправлено и у нас будет возможность фильтровать наши ресурсы, как это реализовано в PoE 2 и Diablo 2. Вывод. Rest of the Wicked — это не идеальная игра. У нее есть проблемы, автопрыжок, сраная гравитация, баги, слабая оптимизация, перегруженный лут-менеджмент на эндгейме. Это факт. И если вы заходите в ранний доступ, нужно быть к этому готовыми. Но это редкий случай, когда за шероховатостями видно главное — душу проекта. Видно авторский стиль, ручную работу художников, продуманный дизайн локаций и глубокую боевую систему. Это не конвейерная RPG, собранная по шаблону. Это игра, в которую вложили идею и в которой ты сам решаешь, как ее проходить. Она не пытается понравиться всем. Она требует внимания, терпения и вовлеченности. И если вы готовы дать ей время, она отплатит атмосферой, исследованием, интересными сборками и тем самым ощущением первого опыта, которые в индустрии сейчас встречаются все реже. Пока это 25% пути, но даже в этом виде проект ощущается как заготовка под очень сильный релиз. Я искренне хочу, чтобы игра получила заслуженное внимание в ру-сегменте, потому что такие проекты нужно поддерживать. Иначе вместо них мы и дальше будем получать безопасные, стерильные, одинаковые RPG игры. А играть в одно и то же чертовски скучно, друзья мои. И PoE 2 и Diablo 4 прямое тому доказательство. Если коротко, Rest for the Wicked — это сырая, но живая игра. И лично для меня одна из самых интересных экшен-РПГ за последние 9 лет. А на этом все. Сегодня я поделился с тобой своим мнением о игре No Rest for the Wicked. А ты можешь поделиться своим в комментариях. Или рассказать, что ты думаешь о моем ролике. Если тебе понравилось данное видео, ты можешь показать мне это своим лайком. Обязательно пиши комментарий, чтобы я знал, что я что-то делаю не так. Может быть, вы хотите дать мне какие-то рекомендации. Также переходите в наши сообщества в Дискорде и Телеграм, чтобы играть вместе в разные игры и узнавать новости из первых рук. И обязательно приходи на мои трансляции на Twitch. Там ты сможешь пообщаться со мной напрямую. Вы были на канале Стример, а я Вовка Петрожицкий. И вы можете подписаться на меня во всех соцсетях. Ссылочки будут в описании. Всем пока!